господа, недавно был ролик про все виды орлов, где я просила выбрать орла, про которого нужно сделать ролик. Комментариев пока мало, прошу исправить эту оплошность. А у нас сегодня не совсем орел, но тоже по просьбе подписчика весьма яркий представитель пернатых, которых вы, кстати, всегда сможете найти в плейлисте птицы. Ну а у нас сегодня в гостях фигляр. Встречайте орла-скомороха или фигляра, птицу из семейства ястребиных. Является единственным видом своего рода. Этот пернатый фигляр относится к подсемейству змееядов. Таким образом, название орел в данном случае весьма условное и не отражает систематического положения данного вида. Необычный облик и своеобразное поведение орла-скомороха послужили поводом к появлению различных суеверных примет. Например, туземцы Восточной Африки утверждают, что тень этой птицы гибельна. В других районах африканского континента на скомороха смотрят с известным благоговением, считая его целителем, который приносит коренья, обладающие чудесными целебными свойствами. Абиссинцы прозвали эту птицу небесной обезьяной. Почему же эта птица так называется? Свое название орел-скоморох получил за головокружительные воздушные пируэты во время брачных игр. Фигляр – это самый крупный и наиболее уклонившийся представитель вышеупомянутого подсемейства. От типичных змееядов орел-скоморох отличается красной кожей на оголенных участках тела. У фигляра относительно других змееядов более широкие крылья и значительно более короткий хвост, благодаря чему вид получил свое научное название, которое в переводе с латинского означает «бесхвостый». Длина тела взрослой птицы, как правило, от 56 до 75 сантиметров. Размах крыльев около 175. Самочки немного крупнее самцов. Орел-скоморох широко распространен в Африке к югу от Сахары. Он предпочитает открытые ландшафты, такие как саванны, а также полупустыни, и избегает лесов. Рацион питания орла-скомороха весьма разнообразен, разнообразнее, чем у других змееядов. Помимо змей, ящериц и прочих рептилий, фигляр нападает также на мелких млекопитающих, например, грызунов или насекомоядных. Иногда он может напасть даже на мелкие виды парнокопытных. Помимо этого, его рацион состоит из птичьих яиц, насекомых и падали. Более того, орел-скоморох нередко преследует грифов и других падальщиков, заставляя их отрыгнуть пищу. Орел-скоморох относится, как я уже сказала, к группе змеядов и уничтожает даже самых ядовитых змей, а их в Африке, как мы знаем, много. Приметив змею, пернатый хищник вдруг останавливается в своем быстром полете и, как падающий камень, со свистом бросается вниз на замеченную рептилию. При случае хищник охотно кормится падалью и отбирает добычу у других птиц. Орлы-скоморохи нередко собираются в стаи по 50 птиц. Большую часть времени птицы проводят в полете, скорость которого редко достигает 80 км в час. Парящий полет этого орла также очень необычный. Птица словно скользит по воздуху и при этом непрерывно раскачивается из стороны в сторону. Иногда орел-скоморох вдруг словно падает вниз, сильно складывая крылья. Кажется, будто бы птица сломала крыло и упадет на землю, но это обманчивое впечатление. Довольно часто орел-скоморох высоко поднимает крылья, на несколько минут прекращает полет, а затем так сильно ударяет ими, что слышен своеобразный, далеко раздающийся шум. Но только в полете этот орел выглядит настоящим пернатым красавцем. Сидя на дереве, он принимает более странную и немного привлекательную позу. Орел-скоморох поднимает перья на голове и шее комком и постоянно поворачивает голову. Если хищник заметил неосторожное движение, то расправляет крылья и еще сильнее движет головой. Время выведения потомства у орла-скомороха совпадает с началом
началом сухого сезона. В это время птицы легче охотятся и прокормить птенцов, чем весной, когда травянистый покров скрывает пресмыкающихся. В период размножения можно наблюдать акробатические брачные полеты орлов-скоморохов, когда птицы то пикируют, то преследуют одна другую и могут даже крутить бочки, совершая разворот тела на 360 градусов. Орел-скоморох сооружает гнездо диаметром 50-70 сантиметров на ветках акации или баобаба. Самочка откладывает только одно белое с рыжеватыми рядышками яйцо, насиживает кладку самка в течение 1,5 месяца. Птенцы орла-скомороха появляются через 6 недель. На крыло они становятся только через 3-4 месяца. В возрасте 3 лет молодые птицы способны давать потомство. Окончательно взрослым оперением птенцы орла-скомороха покрываются только через 6 лет, а живут эти пернатые фигляры около 50 лет. Орлов-скоморохов часто привозят в Европу, и они встречаются почти в каждом крупном зоопарке. На этих птиц есть очень большой спрос, а за птиц с красивым оперением особенно хорошо платят. Действительно, вряд ли какая-нибудь другая хищная птица так великолепно окрашена и изобретательна в полете для зрителя. В этом преуспел привлекающий внимание своим поведением орел-скоморох. А вам понравился такой позер? Как думаете, почему у него такой яркий окрас? Пишите в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!